Друзья, всем огромный привет! Я, как всегда, рад приветствовать вас на своем канале. Кто не знает, меня зовут Алексей, вы на канале Делай Сам. А сегодня поговорим мы с вами о таких вот газовых баллончиках. Что получится, давайте посмотрим видео. Вам всем приятного просмотра. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Заранее можно по жирному лайку. Но я буду показывать, как я все это делал. Поехали! Такие газовые баллончики предназначены для портативных печек и для разного вида всяких горелок. Но, к сожалению, они кончаются. Но вот чтобы сэкономить, потому что сейчас цена баллончика такого, где-то от 100 рублей до 130, до 100, 150 где-то, где как найдешь. И я вот хочу попробовать, есть такие видео уже в интернете, заправить этот пустой баллончик при помощи вот такой вот газовой горелки. Газовая горелка не пострадает, она также будет дальше функционировать. Так что смотрим. Первое, что нужно сделать, это взвесить пустой баллончик и целый баллончик. Хотя тут написано, что в баллончике 220 грамм, так я понимаю, газа. И здесь практически один изобутан. Немножко бутана и 5% пропана. Смотрим. 102 грамма весит пустой баллончик. И вот совершенно новый баллон у нас весит 320 грамм. 220 грамм где-то примерно есть. Потому что баллончик уже пустой. Чуть-чуть можно будет достравить газ. Потому что нам лишние газы не нужны в баллончике. Идея прям настолько примитивная. Я обратил внимание, что в резьбовом соединении находится. И все и делается элементарно. Берем, теперь откручиваем. Как видим, сам жиклер находится внутри. А здесь у нас пустое отверстие. Просто пустая трубочка. Теперь нам понадобится пропановый шланг. Даже написано ГОСТ. Все будем по ГОСТу, значит, делать. Отрезаем кусочек, наверное, сантиметров 15-20. Я так, на скидку прям. Прикупил такой вот разъемный штуцер. Это для баллонов. И вставляем его вовнутрь. Все плотненько сидит. Но одеваем все равно хомутик. И хомутик затягиваем. Вот так вот. А сюда, конечно, немножко, как видите, диаметр не совпадает. Как нам нужно выходить из ситуации? Раз по ГОСТу, значит по ГОСТу будем использовать синюю изоленту. Не знаю, но это попробую, чисто попробую. И намотаем хорошенечко витков. Я думаю, будет достаточно, даже переборщил. Также берем хомутик. И у нас теперь плотненько, все плотненько заходит. Вот так вот. И сейчас притянем хомутом все это дело. И я уверен, что никуда ничего не денется. Не будет пропускать газ. Все плотненько сидит. Все, готово. Пойдемте на улицу. Баллон предварительно положил, потому что нужна нам жидкая фаза. Теперь прикручиваю сам переходник и проверяю, не пропускает ли где-нибудь газ. Как видим, все держит. Спускаем остатки газа, чтобы все вышло. Открываем, немножко стравим воздух. Подключаем баллон. И слышно, как наполняется газ. Там трубочка снизу, газ, жидкая фаза будет набираться и потихоньку будет набираться. Сейчас наберется, мы с вами взвесим. Конечно, можно заморозить, больше войдет жидкости, больше газа. Но я думаю, и так будет нормально. О.
И идем проверять. 190. 191. Чтобы нам дополнить его до своей нормы, немножко спускаем газ. Тем самым его немножко охладим. И жидкая фаза остается. Сразу видно, что начинает подмерзать. И все повторяем опять же. Идем на весы. Вот видите, еще разочек и будет полностью 300 грамм. Вот третий раз у нас, третья попытка. Ну, третья доливка получается. Слышно, что газ еще идет. Потихонечку, но идет. Ну, я думаю, снимаем. Хватит. Будет чуть меньше, ничего страшного. Меньше, не больше. 317 грамм. Берем новый баллон. 321 грамм. То есть, ну, практически то же самое. С три раза, 3 попыточки. Сейчас пойдем попробуем теперь. Ну, теперь в обратном порядке разбираем. То есть изолента хорошо держала. Можно даже прям не снимая изоленту, накручиваем. Теперь одеваем на баллончик. Берем зажигалку и смотрим. Все отлично работает, и горелка не испорчена, можно пользоваться и также заправлять. Я думаю, идея получилась полезной. Конечно, повторять ни в коем случае, если вы не уверены в себе, не уверены в своих возможностях, не нужно. Я всего лишь показал способ, как можно сэкономить, и как теперь я буду экономить на пустых газовых баллончиках. Не покупаю, потому что баллон 40 литров стоит там 1500, что ли, 42 литра, 1500. А баллончик 220 грамм стоит 130 рублей. Ну, то есть, сами посчитайте, что разница, конечно, колоссальная. Друзья, вам хочу сказать огромное спасибо, кто смотрит меня, кто поддерживает, кто пишет комментарии. Это очень важно и ценно для меня. И я всегда стараюсь отвечать на все комментарии. Ну, практически на все, которые успеваю. От вас я жду обратной связи, что вы думаете по этому поводу. Идея, да, повторюсь, не моя, но я показал вам, может, кто-то не видел, кто-то не знал. Вам всем желаю крепкого здоровья, любви, удачи, всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока.